Всем привет! Мы снова в зимнем лесу. И сегодня я хочу показать костер, который я очень люблю использовать для кратковременного отдыха, для приготовления обеда, буквально на час с небольшим, и потом двигаться дальше по своим делам. Летом нет никаких проблем, чтобы насобирать с земли каких-то сучков и сделать себе быстрый небольшой костер, для того, чтобы вскипятить чай или приготовить себе что-то покушать. Зимой под снежным покровом, сейчас уже около 30 сантиметров снега, сделать это достаточно сложно. Нет никакого смысла из мороженых сучков из-под снега делать себе костер. Зимой я очень люблю останавливаться около подобного ветровального дерева с торчащими по бокам и наверх толстыми сучками. В нашей местности, я сейчас нахожусь на Среднем Урале, такое ветровальное дерево хвойных пород встречается каждые 300-500 метров. Сосна, пихта, елка. Возле такого поваленного дерева останавливаться очень удобно. Вы разводите костер прямо возле ствола. Он будет являться отражателем, экраном тепла на вас. Располагаетесь напротив, а топливом для вашего костра будут являться сучки с этого ствола. Если есть инструменты, нет никаких проблем для того, чтобы их заготовить. Если нет топора, пилы, эти сучки легко ломаются руками, и вы достаточно просто заготавливаете себе дрова для вашего костра. На час с небольшим этого вполне хватает, того количества сучков, которые на этой поваленной сосне есть. Я люблю этот костер валежины за то, что он такой очень теплый, уютный, на нем очень легко готовить. Нет никаких лишних забот, чтобы отвалить тонкую сушинку для того, чтобы обеспечить себя дровами. Здесь у вас есть все. Теплоотражающий экран, дрова, удобное, уютное место. Возле этого костра сразу же очень тепло, потому что ствол валежины отражает тепло в вашу сторону. Можно быстро согреть руки. Сейчас у меня пальцы немножко подмерзли, на улице минус 22, и немножко они подкоченели, пока я ходил. Я сейчас чуть-чуть погреюсь и займусь приготовлением обеда. С этих же сучков с ветровального дерева делаем подвес для котелка. Сучки с этой ветровальной сосны обеспечивают вас также сиденьем. Никакое толстое дерево искать не надо. Несколько сучков укладываются на снежную кучу, которая образовалась после того, как вы тут снег почистили. И на них можно спокойно сидеть. Что у нас, скажи? Ух. Все готово.
Обед готов. Приятного аппетита! Такой простой костер. Валежина дала нам тепло, уют, приготовили обед. Сучки с валежины являются очень хорошим топливом, они сухие, быстро горят, дают много тепла. Сам ствол валежины, помимо того, что он является отражателем, также является и топливом. Сейчас он обуглился и дает очень много инфракрасного излучения в вашу сторону. Сучки с валежины использованы в виде таганка. Эти же сучки с валежины использованы для того, чтобы сделать сидушку. По лесу бегать не нужно, ничего искать не надо. Все взято в одном месте с одного дерева. Костер хоть и маленький, но очень теплый, почти все тепло отражается стволом валежины в вашу сторону. Все просто, рационально, очень удобно, надежно. Все в одном месте. Очень рекомендую использовать такой костер для кратковременного отдыха, для приготовления обеда. Ну, на сегодня все. Увидимся в лесу. Всем пока.